сегодня снимаю влог для вас. Он будет домашним и о том, что я делаю помимо макраме и чем я увлекаюсь. Начну с того, что я в этом году решила как-то отдохнуть от макраме и подумала даже о том, что я хочу попробовать различные другие хобби, снимать их также на YouTube, как я это делаю, но руки что-то до сих пор не доходят, но руки у меня дошли до вязания. И я просто неистово вяжу. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели, я думаю. Если нет, то подписывайтесь. Я вяжу, в общем, балаклавы, да, они сейчас модные, и мне тоже нравится их вязать. Потом я вяжу чепчики. Это вообще... Поэтому у меня возникло такое желание сделать магазинчик в Инстаграме, потому что я вообще мало что продаю на своем основном аккаунте. Я создала Oasis Shop, он и раньше у меня был, ну, можно в Инстаграме почитать эту историю. Ну, в общем, возрождение Oasis Shop, в котором я продаю свои вязаные изделия пока что и буду выставлять макраме и сумки и все остальное, потому что макраме, я думаю, у меня ушло не навсегда от меня, просто я взяла небольшой перерыв. Вот это то, что я говорила, что я вяжу. Это называется чепчик. В основном, наверное, да, его носят дети, но с прошлого года и в этом году в Петербурге максимально захватил женскую аудиторию все эти чепчики. И вот меня тоже они захватили, что я аж навязала их 3 штуки пока что, но не могу остановиться. Это первый, это такой второй, желтенький, и они у меня все, если что, яркие, потому что мне нравятся только яркие цвета. Тут покороче веревочки. Ну, и вот такой оранжевый. Пока что у меня 3 цвета чепчика. Вот оранжевый вообще просто сказочный. Я сделала различные завязки. У них здесь широкие, коротенькие, здесь широкие, длинные, здесь просто косички. Вот, безумно вообще рада. Если вдруг вас привлекло, то есть мой магазинчик, можете выбрать, если вы не хотите вязать сами. Если хотите связать сами, то у меня к вам вопрос. Нужно ли снять мастер-класс по вязанию именно чепчика? Потому что у меня макраме, но у меня есть отдельный плейлист с вязанием, конечно, но мне кажется, он не так популярен, как макраме. Но я хочу вязать тоже. Я вообще, правда, решила, что хочу пробовать новые хобби и, возможно, знакомиться с мастерами и снимать где-то у них, ну, то есть то, чем занимаются другие мастера, там, попробовать рисование сделать вместе с этим мастером, там, что-нибудь полепить, что-то еще, свечи какие-то я хочу делать. У меня, в общем, какой-то прорыв на творчество, и я хочу это все снимать, показывать вам. Ну, то есть пробовать эти хобби и, возможно, найти себе даже какое-то новенькое. Мой фаворит на сегодняшний день, и я выпускаю мастер-класс по этой балаклаве, это балаклава из бабушкиных квадратов, которая выглядит совершенно ярко и необычно. Естественно, она там не на какое-то супер тепло, но я ее связала тоже, можно сказать, на одном дыхании. Бабушкины квадраты — это вообще отдельная какая-то любовь. Буду выпускать по ней мастер-класс, смотрите, либо заходите в Oasis Shop, она там доступна к покупке, но учтите, что это не теплый вариант, это вариант такой, ну, более показать себя, я бы сказала, весна, когда уже чуть потеплее. И еще напоследок покажу вам последнюю балаклаву. Простите, что у меня тут витрина образовалась, но я так хочу поделиться, потому что макраме, все знают, что я классный мастер по макраме, а по вязанию, мне кажется, мало кто знает, что я еще умею вязать. И такая балаклава, она из очень толстой пряжи, вяжется очень быстро. Посмотрите по периметру сердечки, потому что сделано спешл для Дня Святого Валентина. Я так придумала. Ну, я надеюсь, что это похоже на сердечки. По ней я точно хочу снять МК, потому что довольно просто и понятно будет, так как пряжа толстенькая. И все. На этом я заканчиваю свою витрину из балаклав. Я думаю, вы в начале видео обратили, я показала свой уголок творческий. Вот у меня есть целые корзины. Вот это, кстати, бабушкины квадраты. Сумку я вязала. Из таких это остатки. Думаю, нужно что-то придумать. У меня целые корзины с пряжей, потому что наступает момент, когда я очень хочу вязать, как сейчасшний. Вот. А тут вот эта новая корзина, я ее тоже купила для интерьера. Кстати, вот это из Икеи и вот это из Икеи. И на эту корзину я сделала такой аксессуар, который у меня есть на канале. Ссылку я оставлю. Подсказка здесь тоже будет. В общем, мне нравятся теперь мои клубочки, а все макромешные мои штучки я сюда распределила, но
пока что вот в этой коробке, тут опять пряжа, находится большая часть всех хлопковых вязаных шнуров. А сюда я выставила только такую красоту, можно сказать. И получается, у меня здесь не обновлено количество подписчиков на ютубе. У меня есть такая досточка, она тоже из Икеи, на которой я обновляю и в Инстаграм выкладываю. Также смотрите, это мое творение, я рисую сама вот в этой рамочке. Это я плету что-то, что не доплела. Новогодняя елочка, сухоцветы и вот такой небольшой у меня макраме уголок, в котором, точнее не макраме, а просто творческий уголок, в котором макраме все-таки преобладает. Еще я использую фоны для снятия мастер-классов, просто покупаю листы цветные и подкладываю их, на них снимаю, потому что лучше видно. Сейчас у меня лежит белый фон. Смотрите, вот тут у меня стоит швейная машинка, потому что, да, я еще и шью. И швейный мастер-класс у меня есть по мешочку. Будут еще, когда приедет моя мама, потому что она шьет лучше, и я люблю ее снимать. А вот здесь стоят палки, которые ждут того, что я сплету. Забыла, как называется. Вот этот вот шалаш. Да, шалаш. Только я заказала 3, а мне надо 4. Надо еще дозаказать, и у нас будет макраме шалаш тогда на канале. Еще к моему уголку относится и другой подоконник. Здесь опять же лежит пряжа, потому что я сейчас вяжу, но посмотрите, вот тут я заказывала каркас металлический для того, чтобы сплести макраме корзинку, и она скоро тоже должна появиться. Я уверена, что я сяду за макраме, и у нас будет мастер-класс по макраме корзинке. Хочу еще немного показать вам макраме в моем доме. Вот это органайзер для украшений, тоже мастер-класс есть на ютубе. Вообще мне очень выручает, и мне нравится, что я вот так вот оп, и вижу все свои серьги, потому что обожаю длинные серьги. А также уголок небольшой над кроватью. Вот это панно мне дико нравится с прошлого года, 14 февраля я его плела. А это такая мини-доска желаний, знаете, то, что мне очень хочется. Вот кнопка ютуба даже виднеется. Гирлянды, естественно, саше, календарь и опять же панно, которое вот я недавно выпускала, для того, чтобы вы смогли сплести его на 14 февраля. Получается, в этом видео я не только вам рассказала про свое якобы новое увлечение, которое является моим старым, да, вязание. Получилось, что я показала вам свой макраме уголок. Хочу просто вас познакомить поближе с собой, так как мне нравится тема вот таких влогов каких-либо, показывать себя, рассказывать, что у меня происходит, что творится. И на самом деле думаю даже, может быть, снять какой-нибудь там целую неделю, да, собирать материал, потом выкладывать, потому что мне это не доставляет труда, а пока что только удовольствие, и нужно попробовать. Ну и если говорить про мои творческие планы, какие-то дальнейшие, у меня дома стоит синтезатор. Я брала уроки, ну, начало, да, какие-либо, потом сама пыталась обучаться, и с этого года хотела прям вот заняться игрой на синтезаторе и научиться. В общем, это то, что мне очень хочется. А второстепенные — это вот пробовать различные мелкие какие-то хобби, чтобы найти себе еще какое-то увлечение. Помимо, как говорится, вязания и макраме, потому что вязание вскочило неожиданно в мою жизнь и не останавливается. Макраме проекты пока что немного подождут, но я вот рассказала о самых таких ключевых. Еще хочу коврик, кстати, сплести. И так, по мелочи что-нибудь, я думаю, для праздников, там повыпускаем мастер-классов. Надеюсь, что они вам нравятся. И это видео тоже, надеюсь, вам понравится. Такое пробное какое-то, не знаю, новое, но мне будет приятно узнать и о вас что-либо, чем вы занимаетесь помимо макраме, да, если вы подписаны на мой канал, потому что у меня тут только макраме. Вот какие рукодельные еще вещички творите, что делаете. Может быть, тоже имеете какие-то магазинчики, либо скидывайте аккаунты в Инстаграме. Я с радостью вообще посмотрю все в комментариях, буду ждать. И я хочу сказать вам самое ключевое и важное в моей жизни, так это то, что я уже на 6-м месяце беременности. И на ютубе я вообще об этом не говорила. В Инстаграме об этом знают. В общем, осталось совсем чуть-чуть, и нужно попробовать все хобби. Пока.